tomorrow. Where you going with the mask I found? And I feel when the dogs begin to smell her. Will she smell alone? Whoa, whoa, and I feel so much depends on the weather. So is it raining in your bedroom? And I see that these are the eyes of this rain. Would you even care? And I feel it, and she feels it. Where you going to tomorrow? Where you going with the mask I found? And I feel when the dogs begin to smell her. Will she smell alone? When the dogs find her, got time to wait for tomorrow. To find it, to find it, to find it. When the dogs find her, got time to wait for tomorrow. To find it, to find it, to find it. Where you going to tomorrow? Where you going with the mask I found? And I feel when the dogs begin to smell her. Will she smell alone? When the dogs find her, got time to wait for tomorrow. To find it, to find it, to find it. When the dogs find her, got time to wait for tomorrow. To find it, to find it, to find it. Это была песня под названием «Плаж» группы Stone Temple Pilots с их дебютного альбома Core 92 года. В то время в США активно развивался гранж, который также называют Seattle Sound, так как Сиэтл подарил нам такие прекрасные группы, как Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains и более легкий Pearl Jam. Stone Temple Pilots принадлежат к той же гранж-тусовке, хотя сами они не из Сиэтла, а из Сан-Диего. Мне 25 лет, и я человек, который музыкально всегда находился на уровне 90-х, а то и 70-х. Поэтому в этом шоу я хотел совместить приятное с полезным, поворошить прошлое и напрячь вас своими воплями. Согласен, что я мог бы начать с более известной песни, но так уж получилось, что я переиграл в GTA San Andreas, проникся, подобрал эту песню и решил сделать это. Именно это исполнение в записи MTV считается одним из лучших живых выступлений Скотта Уайланда, солиста группы Stone Temple Pilots.
This is a song called Plush. Stone Temple Pilots была достаточно успешной группой с 90-х до примерно 2002 года, когда группа распалась. С 2008 года группа снова объединялась и распадалась многократно, пока Скотт Уайланд наконец-то не был уволен из нее в 2013 году из-за разногласий между участниками группы. Его место до 2015 года занимал небезызвестный Честер Беннингтон, который покинул группу в 2015, чтобы сфокусироваться на Линкин Парк. К несчастью, обоих музыкантов уже нет в живых. Скотт Уайланд был найден мертвым 3 декабря 2015 года в своем туровом автобусе, а Честер Беннингтон, к потрясению многих, совершил самоубийство у себя дома 20 июля 2017 года. Поэтому исполнение мной песни Stone Temple Pilots можно считать своеобразным трибьютом этим двум прекрасным людям. Мне видится, что до России гранж так и не дошел. Ближе всех, наверное, подобрались Кино, хотя они вдохновлялись в основном группой The Smiths, которая играла в стиле инди-рок и панк-рок, и The Cure, которые играли готик-рок и панк-рок. Кстати, за эти вдохновения Виктор Цой частенько подвергался обвинениям в плагиате. Но я не стал бы называть это плагиатом. Нот же всего 7, правда? То есть не только мне показалось, ты согласен, что они звучат очень... Юр, ну в музыке вообще много похожего нот, всего 7. На самом деле я и правда считаю, что для плагиата здесь маловато совпадений. Пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день. Взглянув со стороны, может показаться, что в мире идет тенденция по упрощению музыки и замене старых жанров новыми. Всем понятно, что музыканты уже не собираются тратить годы на создание произведений. Напротив, стало возможным создать что-то новое буквально на коленке за 30 минут и достучаться до своей аудитории благодаря своей подаче, стилю и обаянию. Давайте уточним. Рок-н-ролл сдох? Рок-н-ролл на Руси сдох? Русский рок мертв? На самом деле рок никуда не уходит, а классика никуда не девается. Просто что-то перевешивает в сознании людей массовой культуры, а кто-то чувствует свое поражение. Но это не совсем правильно. Рок довольно ортодоксальный жанр, который зародился в середине прошлого века и до сих пор живет по примерно тем же законам. Для того, чтобы в доэлектронную эпоху стать успешным, нужен был не только сценический талант, но и банальное умение играть на музыкальных инструментах или обладание незаурядным вокалом. Сейчас при развитии саундклаудов и интернет-жанров фокус сместился на производство непосредственно самого музыкального контента. А в такой среде читка побеждает вокал, сэмплы побеждают музыкальные инструменты, автотюн побеждает голос. Но это неплохо, даже не считая того, что некоторые музыканты пользуются этим и уводят все в коммерцию, создавая какой-то поп-рэп, где кажется, что ты все время слушаешь один и тот же трек. Я когда начинает... Нет, то, что все Я сразу миллион сдаюсь, такого, да, типа, да, просто я сразу попадаю в невозможно, пюре да. такого, всего такого же. Рок и рэп – разные явления, но я не вижу здесь места для вражды. Эти два жанра легко могут сосуществовать в одном мире. Скорее всего, рок отошел на второй план по той причине, что рокеры ничего особого не делают, а в их мире не происходит каких-то глобальных потрясений, в отличие от того же рэпа, который захватил мир. Стал говорить как Коля Соболев. Почему я думаю, что это может быть кому-то нужно? Скитаясь по YouTube в поисках своих любимых древних, как говно мамонта концертов, я часто натыкаюсь на комментарии типа «Круто же было быть тинейджером в 90-е» или «Почему эти два чувака и гитара могут вместе производить такого качества звук, вообще не пользуясь автотюном». Что ты думаешь о сегодняшней ситуации в музыке? Скучаешь по живому звуку?
Или, может быть, нахер это все и рэп? Рэп заебал, даб это кал. Если у вас вообще есть какие-то вопросы по поводу того, что только что увидели, то это вполне адекватно, потому что, как видите, я сам еще плаваю в своем формате, но я планирую как минимум снять пару каверов и обсудить их с вами. Я постараюсь сделать это, несмотря на реакцию общественности и на комментарии, потому что я вдохновился этой темой. Ведь, как вы знаете, в интернете много говна, и я не хочу отставать.